Утро, Крит, едем на 7:15 утра. Собираемся в школу. Вот так мы отправляемся сегодня в школу, Крит. Саша у нас недовольный. Недовольный потому, что не хочет, чтобы ракета прилетела на Крит. Я довольна, потому что я их распугаю, когда война тут идет. Привет, друзья! Это же Вадик из Стокгольма, из Холодного. Ты каким богам молишься-то там? Я уже, ты знаешь, Вадик, не знаю, каким молиться. Не знаю, каким молиться. Вот у нас Дорис. Я смотрю, ты занялся этими делами. Оливки все собрал? У Дориса пока тоже одна проблема. Чтобы вкусно насыпали. Да. И побольше. Да. Правда, Дорис? Да, скажи. В основном так у нас. Так, скажи, это у нас. Чтобы папа побольше насыпал. Задача у нас. Кто на что убирает. Встретил Вадика, говорит, чему-то, Игорь, молишься. А я фотографировал лунный пейзаж, который может быть и завтра, если упадут бомбы. Может быть такое? Одумайтесь. Завтра уже может быть все вот так. Вот. Завтра, послезавтра. И говорит, кому молишься? Я говорю, всем. Вот. И вот пытаюсь как-то за этой остановить эту войну. Я знаю, что Вадик начал размышлять. Надо вначале обняться с людьми, понимаешь? Давай, мой друг. Обняться надо. Сейчас у нас идет война. Многие мои друзья по Фейсбуку, я их называю друзьями смело. И вот, когда сейчас началась война в Украине, я уже, видите, грамотный стал. Меня летом украинские туристы научили, Игорь, не надо говорить на Украине, я говорю в Украине. И меня вот друзья по Фейсбуку, тут многие спрашивают, Игорь, ты за кого? Там, ты за наших, за белых или за красных? Вот. Другие друзья пишут у себя на странице, если тебе Путин нравится, долой из моих друзей. Вот. И я, конечно, из-за ситуации переживаю, так же, как и вы, ночами. И думал, что же ответить. Сейчас, в последнее время, вы даже заметили, что я не выставляю свои фотографии, видео, потому что сейчас не могу говорить, плачу. Вот, да, видео впервые снимаю, как это сейчас модное слово называется, стримы или еще как, но впервые себя снимаю вот так вот, как есть. Тут у меня обновка, новая камера Canon, говорят, что там бомба звук, но суть не в этом. Вот, и не обращайте на мой вид, но я не девушка, мне не обязательно краситься и приводить себя в порядок. Вот, в общем, я тоже расстроен, так же, как и вы. Значит, сегодня я всю ночь не спал, переживал, периодически вскакиваешь, смотришь по телефону новости, что там изменилась ситуация. Вот, так вот, ответом вопрос к тому, за кого ты, и вот это снял я, вот это вот видео. Хочу сказать с того, что как-то забирая, совсем недавно, может неделю назад, может две, забирая Александра Садика, знают диджея Алекса, кто смотрит мои видео, это мой сын Александр. У меня по свету, я где нырял, набралось много детей,
всего 4 девочки, вот сейчас красавец, сыночек Александр. Ну, обидно, когда меня некоторые путают, что с дедушкой, ну что сделать, уже не красавец, как есть. Вот, и как-то забирая Александра с садика, он мне говорит: папа, а люди умирают? Я говорю: да, Саша, все люди умирают. Умирают от болезней, по старости. Вот, а мне Саша говорит: папа, я не хочу умирать, идти на небеса. Папа, я не хочу умирать. И вот сейчас у нас опять к вопросу идет война. Война уже, когда все это началось, ну, самое крайнее, это 2014 год. Вот, казалось бы, что это не в нашем доме, это где-то далеко, мы живем в Европе. Вот, я живу в данный момент на Крите, но я, честно сказать, я все это переживал, было внутри себя. Думал, как же мне ответить людям, меня спрашивают мою позицию. Во-первых, сейчас стараюсь почему не постить какие-то в Фейсбуке, в YouTube, никакие статьи, фотографии, хотя есть ничего и по привычке хочется, потому что сейчас у нас горе, общее горе. Опять хочется плакать, терплю. Не могу говорить сейчас. И сегодня ночью в очередной раз я опять-таки просматривал новости. Ситуация все ухудшается. И случайно наткнулся, даже не знаю, как по видео увидел, видео из Латвии. Политиков Латвии я вообще не знаю. Мне, честно сказать, неинтересно, так как я давно уже живу не в Латвии. Вот, знаю Раймонда Паулса, да, известная латвийская певица Лайма Вайку. Вот. Ну и девочка у меня занималась в подводном плавании, она сейчас известная оперная певица, не буду называть ее имя, фамилию. Вот. И попалось видео латвийского политика, что меня удивило. И почему обратил внимание на это видео? Оно называлось «Дорогие русские». Вот. Это видео, естественно, поставить не могу, потому что Шлесерс. Вот. Но видео, значит, сейчас стоит на посте его соратника по партии латвийской. Вот. Но я видео сейчас вам включу. В фоне будет природа Крита. Задумайтесь, что пока это можно посмотреть, и пока это вот у нас живой мир, это который вокруг нас. Вот. И сейчас знаю все вот эти законы, можно, нельзя. Я написал, значит, в эту партию, да буду не говорить какая, не хочу рекламировать эту партию, и спросил разрешения, можно ли я вставлю вот этот текст, потому что если я буду пересказывать, слово скажу неправильно, может что-то исказить всю речь. Поэтому этого политика может обидеться или не доведу суть. Поэтому я поставлю потом его текст. Вот, и советую прослушать. В общем-то, он в своем тексте, политик из Латвии, Шлесерс, в принципе, выразил все мои мысли, о которых я думаю и которые хотел донести до русского и украинского народа. Вот. И я этот текст поставлю, если что интересно, я написал им в Фейсбуке в сообщении, можно ли им поставить этот текст. Мне с этой партии там сразу же ответили и сказали, что мы поблагодарили, свяжемся после 2, но со мной они так и не связались, возможно, свяжутся. Вот. Если скажут этот текст удалить, я его удалю.
может, какая-то пламенная речь, думали там целым коллективом, а я тут взял эту речь, поставил. Вот. Но на всякий случай в двух словах, почему меня зацепила эта речь, потому что, значит, политик из Латвии, в принципе, он не совсем начинающий, он уже был в Сейме несколько раз, был министром, по-моему, транспорта в Латвии, латыш. Эту речь он сказал на латышском и сказал по-латышски и по-русски. Он обращается, дорогие русские, то есть он, практически речь его, что он, я понял, что даже чуть ли не извиняется, суть в том, что он просит русских, все национальности Латвии объединиться, русские латыши, которые люди сейчас живут в Латвии, объединиться, русские латыши, там, евреи, в Латвии очень много поляков, украинцев, белорусов. Вот. Все эти, кого я перечислил, все это у меня в друзьях. Естественно, в Латвии были и сейчас есть. Просят их объединиться перед общей угрозой, чтобы не допустить той войны, той ситуации, которая сейчас происходит в Украине. У него речь на 6 минут, не знаю, как удалось ли мне за буквально 30 секунд передать вот это все. Вот. Но если удастся, послушаем, если нет, я ниже в ссылке скину его речи, его видео. Сегодня я хочу обратиться к всем русским, которые живут в Латвии, ко всем русскоязычным, которые живут в Латвии. 3 дня назад началась война между Россией и Украиной. Это могло не случиться. Но так как в течение 30 лет на Украине был конфликт между русскими и украинцами, особенно последние 8 лет, мы смотрели и наблюдали, как все развивается. Все закончилось тем, что началась война. Сегодня, когда мы видим в интернете, в соцсетях разные видеоролики, которые снимает одна или другая сторона, мы видим, что это война, в которой погибают люди, в которой страдают люди. Это ужасно то, что произошло. Это могло не случиться. Но именно неправильная политика, которая происходила в Украине, помогла всему тому, чтобы эта война началась. Да, Россия начала войну. Я считаю, что это неправильно. Россия не должна была начать эти военные действия. Но война уже началась. Мы сегодня живем в Латвии, где в течение 30 лет мы все еще не можем четко сказать, что мы являемся единым народом. Латыши живут в своем пространстве, русские живут в своем пространстве. И, увы, у нас нету таких больших конфликтов, но все равно люди живут и думают по-разному. Я считаю, что именно то, что произошло в Украине, должно быть для нас стимулом тому, чтобы мы наконец-то поменяли политику в стране. Мы должны объединить латвийский народ. Мы должны сделать все возможное, чтобы латыши, русские, украинцы, белорусы, евреи, цыгане, все остальные национальности, которые проживают в Латвии, были бы единым народом, чтобы они чувствовали себя единым народом. Если мы будем едины, тогда ничто в Латвии плохое не может случиться. Да, Латвия является страной Евросоюза и НАТО. Наверняка этим мы отличаемся от Украины. Но если у нас не будет единого народа, то все может произойти. Как я уже сказал раньше, война между Украиной и Россией может стать Третьей мировой войной. Я надеюсь, что этого не будет.
Но когда война начинается, никто не знает, как она закончится. Потому сегодня я хочу призывать всех русских, русскоязычных. Давайте объединяться. Давайте жить так, чтобы наши дети, наши внуки в Латвии себя считали единой нацией. Да, у нас у каждого может быть другой родной язык. У одного латышский, у одного русский, у другого литовский, еврейский. Но в целом мы должны быть единой нацией. Я уверен, что именно сегодня, когда погибают люди, мы, конечно, должны молиться за людей на Украине. Мы должны молиться, чтобы эта война быстрее закончилась. Но мы должны думать о Латвии. Мы должны думать, какая Латвия будет через год, через 10 лет, через 20 лет. Я в советское время родился в Кингараксе. Вместе с русскими детьми мы играли в хоккей, футбол и разные другие игры. Я считал, что во время моей жизни войны не будет. В прошлом столетии была Первая и Вторая мировая война. Но, видимо, я ошибся. Война на Украине, России началась. И сегодня я призываю всех, не будем аплодировать тому, что кто-то победит. В этой войне победителя не будет. Народы проиграют, как российские, так и украинские. Мы сегодня видим, что эти братские народы, которые могли себя считать как самыми близкими, сегодня взяли оружие в руки. Такому не должно было произойти. Дорогие русские Латвии, дорогие русскоязычные, я призываю вас, я призываю в том числе латышей, я сегодня выступил тоже с призывом к латышам, давайте объединяться. Если мы будем едины, то это единственная гарантия тому, что в Латвии никогда не будет войны. Я не хочу, чтобы наши дети и внуки увидели бы войну на нашей земле. Это никому не надо. Так что будем друг друга поддерживать. Будем надеяться на то, что война, начатая, закончится как можно быстрее. Но в Латвии мы должны делать все, чтобы мы были единым народом. Я призываю и я готов делать все возможное, чтобы это произошло. Давайте объединяться, давайте вместе делать все, чтобы Латвия была той страной, откуда люди не хотели бы уезжать, чтобы люди считали Латвию своим домом. Спасибо вам за то, что вы меня сегодня выслушали. Спасибо вам. Русских в Прибалтике, но в основном это больше касается Латвии, меньшей части Эстонии, когда развалился Советский Союз, значит, Латвия была наиболее населена русскоговорящими людьми. Правительство Латвии дало гражданство только тем, у кого родители до 40-го года жили в Латвии. Остальные все, кто приехал после, кто родился. Я родился в Латвии, я 61-го года, вот. Значит, я родился в Латвии. Все получили статус не гражданин Латвии, не Пилсена, хотя это называется паспорт, вот, Латвии. И по-русски это не гражданин Латвии, на английский это переводится aliens, это чужой или инопланетянин. И получилось в Латвии большая часть страны инопланетян. Почему тогда так правительство сделало, я их понять могу, потому что на тот момент Латвия хотела независимости, хотела сохранить госязык, если бы они дали бы гражданство всем, то бы, естественно, возможно, следующие правительства были бы прорусские. На данный момент ситуация ни в чем не изменилась. Да, далее потом назвали процесс натурализации, такое очень некрасивое слово, хотя может оно с английского как-то мягче звучит, но на русский
если я родился в Латвии, натурализироваться. Это не все приняли эмоционально. Вот, не всех полиглоты хватает язык. Вот, но в итоге, как есть, я остался вот этим не гражданином, сокращенно негр. Вот, есть у меня сейчас тоже и негатив, что я считаю, ну, можно считать, что не говорю, что, в общем-то, ну, я бездомный. И, то есть у меня большой негатив на правительство Латвии, но такая была ситуация, возможно, да, я сам виноват. Хочешь стать гражданином Латвии, учи язык, вот, но так как есть. Вот, но к этой теме сейчас закончим, не хочу вас грузить русскими в Латвии. Вот, к этой теме хочу сказать, что сейчас от этих русских, сейчас все почти старики. Я сейчас уже, знаете, иногда обижаюсь, я иду с Александром, ему 5 лет, а я иду или на фотографии меня путают, говорят, дедушка. Да, мне кажется, я такой же олень, но уже называют дедушкой. Поэтому вот эти остались старики с того времени, а мои родители, ёхайды. Дайте вы этим людям это несчастное гражданство, или назовите этот документ как другим способом. Вот, и люди вам будут до слез благодарны и будут любить, и будут любить и уважать свою Латвию. У меня, к примеру, сейчас никакого нет желания ехать в Латвию каким-то патриотизмом, да? Но было бы такое, я бы с удовольствием поехал. Мне понравилось, что вопрос с национальности, что не давайте людей не делить на русские, грузины, евреи, украинцы. Вот. Понятно, что у нас у всех есть обида там друг на друга. Вот. Рассказывает он о конфликте, который начинался не только последние 8 лет в Украине, но который уже идет давно. В теме о Латвии 2 слова, что когда был, о русских, вся та же ситуация о русских в Латвии, расскажет, что он жил в Кингараксе, разговаривали там все вместе с русскими. Я даже не смотрел, я зашел в интернет ради интереса, посмотрел его, пошел в помощь Google, и, там посмотрел немножко о нем, даже не знаю, какого он года рождения. Вот. Но приблизительно я понимаю наше время, то есть общение с русскоговорящими, Рига. Вот. И у меня просто вот тут как раз свежая история к этому времени, что те, кто смотрит, знает меня по Facebook, по YouTube, то есть кто смотрит мой канал, вот, я никуда не агитирую, что там все ко мне. Так вот, была история такая про Марата Кичиджи, это даже смешно звучит, Марат Кичиджи, латвиец. Ну, на самом деле, у Марата, да, он получил все-таки латвийское гражданство, хотя он понтийский грек. В 2 словах история, как пенсионер 87 лет из Латвии, на пенсию в 330 евро сейчас, по-моему, повысили, продал дом на Эзеру-2 и поехал, осуществил свою мечту, поехал жить в Грецию, выбрал Крит, потому что самый теплый остров. К сожалению, чтобы люди не задавали вопросы, Марат трагически умер в прошлом году, 25 мая, попал на велосипеде. То есть он жил до конца, попал на велосипеде под автомобиль. Вот. И Марат счастливо пожил, как он сказал, я живу как в раю. Вот. И я часто, много у меня было бесед с Маратом, интервью, все эти видео у меня есть на YouTube, наберите Марат Кичиджи. Вот. И я его все пытался, мне было интересно, хотел услышать, что когда русские приехали после войны в Латвию, что был там какой-то геноцид, национализм. От Марата я этого не услышал. Марат в 13 лет с отцом из Москвы в 1945 году приехали в Ригу на Рижский суд. Отец его работал шофером на судоремонтном заводе.
в каком-то деревянном доме, вот это как раз таки на Эзере, он нашел пустой дом, отремонтировал и жили там. И Марат вырос с соседями латышами, то есть общался с семьями. И Марат был такой довольно-таки честный человек. Ну, то есть, что он говорил, в принципе, что он думал, то он и говорил. И я от него не услышал вообще, что были какие-то национальные вопросы с латышами. Вот. И также и Айнерс говорит, что вот жил в молодости, там бегали с латышами. И то есть тоже не было никаких конфликтов. Вот. Поэтому, в принципе, все это когда-то началось не только в Латвии, но также и в Украине. Вот эта ненависть между людьми, русские, евреи, украинцы и так далее. Вот, возвращаясь еще, мы еще не ушли от этой темы, наверное, у вас уже замучило по поводу русских, вот этого паспорта негра. У меня просто была такая интересная история, ее можно назвать «Ты кто?». И вот когда, значит, русскоговорящим с паспортом негра Латвия разрешила свободное перемещение по Евросоюзу, так я, в общем-то, приехал и в Грецию, на Крит. И вот я тут делал все нужные документы, чтобы у меня был здесь официальный статус, потому что я тут уже пару лет потом женился на понтийской гречанке, которая тоже приехала из Грузии на Крит. И в один момент мне... Сейчас, извините, посмотрим, вдруг это мне важный... Ну, это мне пишут тут. Вот тоже ситуация. Ребята из Краснодарского края хотят, тоже им не все нравится в России, хотят купить дом, переехать, жить на Крит. И вот сейчас вопрос, сколько стоит киловатт электричества в рейтинг. Сейчас бесполезно отвечать, потому что я думаю, что резко подорожает. Вот. И, значит, мне понадобилось в один момент, значит, справка, на каком основании я нахожусь в Греции. Я уже прожил здесь уже, наверное, года 4, я был женат, уже был ребенок. Ну и мне говорят, какая проблема, иди в полицию, и тебе дадут, значит, вид на жительство на основании вот этого документа по Евросоюзу. Я прихожу без задних планов, даю им свой паспорт серый с негром. Вот. А смотрю, в окошечке лежит нормальный латвийский паспорт, он отличается по цвету. На следующий день прихожу, мне женщина говорит, я не могу вам выдать этот документ. Я говорю, почему? Она говорит, вы кто? У вас в паспорте вы написано Альянс, вы чужой. И вот эта женщина с паспортного стола, значит, на Крите, говорит мне, звонит, значит, в посольство Латвии в Афинах, как говорит, люди с этим паспортом, кто это такие чужие? Ну и ей, значит, девушка в посольстве отвечает, это русские, которые приехали жить в Латвию. И она мне говорит, я вам не могу выдать документа Евросоюза. Вы русский? Идите в иммиграционный отдел. Хорошо. Я с боем, там много иностранцев, попал в иммиграционный отдел. С женой, она гречанка. Вот. Он смотрит, вертел мой серый паспорт. И говорит, а у вас другого нету документа? Вы кто? Дайте мне там грузинский, русский паспорт. А вы кто? Чужой. И все. И я завис. Пытался найти концы и в Министерстве иностранных дел Греции, но так и не нашел. В итоге, в общем-то, этот вопрос решил, не буду говорить как, но скажу точно, что не за взятку, просто в Греции здесь еще такая страна, где можно просто решить затыкание скала, поли кола, поговорить с греками, и, в общем, я этот вопрос решил. Вот. Естественно, у меня по жизни, во-первых, постоянно вот эти проблемы и большой негатив. И вот Айнерс обращается, что да, у русских
К латышам, возможно, много негатива. У русских, к Украине, возможно, много негатива. Также и Украины к русским. Почему Западная Украина? У меня стоит вопрос. Скорее всего, ну, не то, что не любят, а ненавидят русских. Это заметно. Тоже, скорее всего, где-то корни есть далекие, то есть есть причина. Поэтому надо сейчас, друзья, война идет у нас, и надо разговаривать с друг другом, выяснять, договариваться. Вот. Да вот опять вернусь к тому же Марату, начиная от Латвии. Вот. Значит, у Марата была особенность, он очень не любил правительство России, Владимира Путина. Но я спокойно к этому, у каждого свое мнение, он высказался так. И, ну, его тоже можно, я потом рассуждал, что за что ему любить, если он сам из понтийских греков, когда-то не только греков выселили из Крыма. Вот. Потом он приехал позже на могилу матери, он сам из Балаклавы могилу не нашел, потому что могилу бетоном засыпали, когда строили для морских причалов что-то бетоном. В общем, он с детства очень обижен. Вот. Поэтому, и в принципе, вот он до конца был очень обижен на политику России. Вот, поэтому, если, может быть, перед ним какой-то русский там, или министр даже вот, в частности извинился, хотя об этом мы можем мечтать, может быть, и Марат. Вот, и хорошо, что сейчас Марат, ну, нельзя сказать, что хорошо, Марат умер, слава Богу, что не видит того, что произошло, что идет сейчас в Украине война, и по факту Россия вела войска. Так вот, к вопросу. Я подошел опять, вернулся к вопросу к тому, что мне сейчас мои друзья по Facebook, я их называю все равно друзьями, не знаю, как они ко мне относятся, несмотря что я русскоговорящий сейчас, идет такая, значит, спрашивают, какая сейчас моя позиция по вопросу войны, которая идет у нас, я называю у нас, потому что когда ты думаешь, что далеко нет, то это у нас. Во-первых, что мне очень не нравится, что сейчас все соцсети пестрят негативом. Вот. Я не могу публиковать никакой фотографии, не видеть, потому что сейчас идет война. Меня поражают соцсети. Ну, у меня, честно скажу, стоит тарелка, у меня российское телевидение, в другой комнате у меня греческое телевидение, учу греческий. Вот. По российскому телевидению тут же идет война. И тут же идет реклама там, туризма и так далее. Как так можно? Сейчас горе, даже в старые советские времена, когда война, была траурная музыка и вальс. Вот, траурная музыка и играл оркестр и так далее. Сейчас же идет война и у нас идет реклама. Вот, то же самое взять соцсети, только я вижу и такая ненависть, но больше, к сожалению, но я понимаю украинцев, я как русскоговорящий, даже сейчас говорю сразу, извините, за что-то вас, может, как-то по жизни обидел, что от них очень много ненависти, прямо там на фотографии, как расстреливают, там убивают солдат, и очень много злости, вот. И вот сейчас вот у меня сзади открыта страница, я все жду этих новостей по поводу переговоров. И уверен, что переговоры, я еще даже не смотрел, но ни на чем сегодня не закончится. Почему? Потому что вот самая первая статья, вот у меня открыт Рамблер, то есть тоже новости толком не посмотреть. Первый канал, российские каналы показывают одно и то же. Украинский вначале пытался смотреть по Ютубу, значит, сейчас Украина, тоже все злость, горе. Там телеканалы смотрел и «Дождь», и тоже показано, ну, что-то честно, что-то, ну, такой тоже неадекват. И вот, пожалуйста, открыл русские новости, ждал, когда сообщений по вот этому, наконец, по переговорам. Вот первая статья,
тут написано, значит, то, что начались переговоры, член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке. Друзья, ну сейчас раз это важно, в чем он сел? В кепке, в трусах. Но люди пытаются наконец услышать русского, русские должны услышать украинцев, в чем проблема. Пускай вот тут хорошо, в последний момент тут один политик только что тоже сказал, что давайте Володе, что Владимир Путин, что Владимир Зеленский, там сядьте друг к другу, прилетите на самолете, неважно где вы, там поговорите в одной комнате и там за чаем или за бутылкой пива, и неважно какой у вас вид, но вы начните разговаривать, как-то понять и обсудить ситуацию с друг другом, также и здесь. А тут больше камеры, все это напряженная остановка. Такое вообще нельзя сейчас показывать. Сядьте в закрытом кабинете, поговорите спокойно с друг другом. И уверен, что сегодня переговоры ничем не закончились, но хотя бы начались. Вот, поэтому конечный итог, пытаюсь я как-то, для чего это видео, пытаюсь как-то снизить вот эту напряженную, сделать хорошее видео. Вот. И в том числе и я сейчас стараюсь видео ставить на YouTube, потому что там сделай себе эту монетизацию, потому что меня там много людей смотрит. Сейчас даже это видео даже не буду переводить на монетизацию, что надеюсь, что YouTube не будет слать рекламу. Вот. Хотя сейчас, по-моему, даже это и не спрашивают. Вот. Я не хочу, чтобы сейчас на моем видео ставили рекламу. Вот. И делаю для того, что объяснить вот эту ситуацию, что сейчас и уже давно, уже 8 лет в Европе идет война. Европа пытается это не видеть или делает вид, что не видит. Но я, как русскоговорящие люди, все это внутренне переживают. Вот. То есть война сейчас идет в нашем доме. Поймите, в нашем доме. Раньше казалось, что Европа это вот там, Украина это Россия далеко. Этим летом было очень много туристов с Украины. Вот, и разговаривал, меня удивило, были туристы с Украины. Отсюда пассажирский самолет с Одессы летит 2 часа. Я до аэропорта Ираклиона с этим наеду час. То есть, по-моему, даже меньше 2 часов. За сколько сейчас сюда долетят или из Сретенна, так как у нас на Крите тоже обстановка, у нас находится на Крите военный аэродром, то есть у нас самолеты. Вот. И за сколько сейчас самолеты или с Крита, или с территории Украины долетят до территории Крита, я даже боюсь говорить, там, боюсь ошибиться, там, но минуты, десятки минут, буквально, может, 10-20 минут. А за сколько ракета полетит до Крита? Друзья, война уже в нашем доме, опомнитесь. То есть у нас дети. И что мне ответить Александру? Папа, я не хочу умирать. А что? Опять. Сегодня вечером, возможно, ответит мама ребенку, где твой папа? Что она ответит? Или это будет русский солдат, или солдат с Украины? Что она ему ответит? Где твой папа? У меня осталось немного, есть друзья в Латвии, когда значит, я начал работать за границей, у меня стал вопрос вот этого значит, негра, и у меня друг есть, латыш, Даугавпилс, это был вообще, что такое Даугавпилс, да, я из Даугавпилса, 16 школ, одна латышская, то есть все говорили по-русски. Когда Латвия соединилась, все сразу же детские садики, школы стали латышскими. И вот у меня друг есть Раймонд,
парашютист, и когда мы с ним дружили по подводной охоте, сейчас друзья. Вот, и когда, как сейчас помню, его сын Эвол пошел в садик, он говорит: слушай, Игорь, мой Эвол-то единственный латыш на весь садик. Вот, ну да, ну что делать, да, было такое время. Вот, потом, когда меня жизнь тут загнала, что с этим паспортом, я уже пришел сдаваться к Раме домами, она преподаватель латышского, говорю: да, давайте буду вспоминать латышский. И что интересно, когда дочки с Латвии ко мне сюда приезжали, то есть после поколения, уже которому молодежи в школах все-таки это дало, молодежь знает латышский, они меня проверяли, как там папа будет хлеб или ты меня понимаешь по-латышски, я самое элементарное еще помню. Вот, хотя, честно, по-английскому я больше знаю, чем по-латышски. Вот. Вот. Ну как-то мы, то есть, находили, и хотя больше населения было русских в Латвии, но как-то мы находили общий язык, общались, переживали вот это, внутренне себя держали, вот эту горечь за обиду, к Латвии. И сейчас Айнарс опять возвращает, что обращается, что да, у многих и лежит камень. Поэтому надо, друзья, общаться и вот. И возвращаюсь опять к Греции, Крит, море, солнце. После дайвинга, да и в дайвинге у меня крайние туристы были, кстати, с Донбасса. Была у меня группа дайверов. Мы были с ними, с этой группой дайверов было, у нас есть такой красивый сайт «Пещера слона». Группа дайверов была из Донецка. Как сейчас помню, парень был, у него был свой пивзавод, пивоварня, ему интересно было, как тут пиво варят. Вот. Потом было, значит, они ездили постоянно нырять в Крым, на Тарханкут, у них там была база. И вот, представляете, началась война. Буквально вот лето, и зимой началась война. Какая судьба этих людей сейчас? На кого они обижены? Я не знаю. Вот. Но одно могу сказать, что лето русских туристов на Крите практически было очень мало. Было очень много туристов с Украины. И я периодически, с ними общался, ездили на экскурсии. Остался, я надеюсь, с друзьями. Вот. И я пытался от них услышать, что сейчас Украина, могу сказать честно, что независимое государство, как бы его все равно не называли, услышал, что им там плохо жизнь. Хотя снаружи все, послушать российские СМИ, что там все там ужасно, экономики никакой, но я общался, да, на Крит приезжают, можно сказать, выше среднего уровня, но все равно я ни от кого не слышал, что что-то негатив, что там Украина загибается. Нет, люди живут нормально, обычная жизнь, приезжают, вот. И по поводу вот сейчас настоящей ситуации, я могу сказать, что я уверен в том, что, надеюсь, что все-таки эта война закончится, и уверен 100%, что Украина будет, мое мнение, будет независимым государством, и сохранится у них свой язык, но хотелось бы, чтобы и они поддерживали и другие национальности, и то есть был бы у них там, не знаю, на какой стадии разговорный русский, пускай находят, прямо сейчас начинают общаться между собой, ценой крови людей, там как-то продвинутся эти события, будут выбирать правительство, но все, поверьте, Украина сейчас независимое европейское государство. Люди хотят жить в Европе, хотят общаться с политиками, с теми. Да, ситуация это очень тяжелая, как решить эти вопросы. Сейчас вот вы начинаете разговаривать об этом, но я бы начал, прежде всего, вопрос начал с национальности, с примирения. Для меня сейчас тоже нету наши, не наши. Для меня сейчас все наши. И эта война, в этой войне не будет победителей, как говорили. В этой войне не будет победителей. Подумайте, я сегодня сделал видео, подумайте, выйдите, откройте глаза.
Посмотрите, какой вокруг прекрасный мир, природа, Крит. Крит, не только Крит, сама Украина прекрасна. Вот. Даже тут я смеялся, что не могут встретиться поговорить. Даже сейчас солдаты, русские, украинцы, ну просто встаньте друг с другом, поговорите, сходите. Вы же все, я знаю, дружелюбные белорусы. Дружелюбный народ. Да, белорусы сейчас очень тяжело поднажают, бедная страна. Но выйдите с другом, сходите в баню. Там покушайте картошки, селедки. Выпейте по 100 грамм. И обсудите вот эти вопросы. Только вчера у меня выдался тут воскресный день. Хотел пригласить, ну, у меня тут банный коллектив. В основном, как оказалось, сейчас только заметил, когда вот это вот всплыл на рое, вот эта война идет. Оказалось, что у меня в основном все, значит, с Украины. И мне даже было стыдно им звонить и звать их в баню. Потому что я внутренне, я русскоговорящий, я чувствую перед этими людьми тоже какую-то свою вину. Когда началась война, буквально через день, когда армия, танки и самолеты пошли в Украину, я приехал собирать оливки, и там у меня, значит, коллектив грек Христос, и сейчас работаю с албанцем. Честно сказать, я вышел из машины, мне было стыдно поднять глаза людям. Сейчас у меня на Крите, значит, дочка Кристина, ей 11 лет. У нас тут постоянно новости не выключаются, она бегает бедная, не может понять: папа, что происходит? Объясни мне. Вы сейчас сможете ребенку объяснить, что происходит? Вы сможете? Сами политики не могут понять, что происходит. Как я ребенку 11 лет поясню, что происходит. Почему люди убивают друг друга. В другой комнате я специально для нее включил греческое телевидение. Вот, чтобы слушать, не слушала на русский канал, где у нас идет одно и то же, никакой новой информации, одно и то же, что сводка с полей и дебаты. Вот. Идет греческое телевидение. Греческое телевидение, там тоже идет один негатив. Греция собирается посылать, там уже послала самолеты, и на взводе самолеты, которые у нас улетают с Крита. Что ей объяснить? Как объяснить ей эту войну? Что сейчас происходит в мире? Так вот, вчера, когда я собрался в баню, значит, позвонил своим друзьям с Украины, я все-таки позвонил, которые, в принципе, меня хотели исключить из друзей, если ты, Владимир Путин, поддерживаешь его, вот, то, значит, как-то его политику, то ты вообще убирайся из моих друзей. Вот. И позвонил, но все почти мои украинцы, знакомые с Ретина, уехали на митинг в Ираклион. Вот. Митинг, хорошо, митинг был бы против войны, но митинг больше опять были одни с Украины, Украина вперед. Не было митинга, что давайте, русские, украинцы, давайте будем говорить о проблемах и как-то решать это вместе, если политики не могут за нас решить. И тоже вот все мои друзья, у меня тут друзья с Западной Украины. И я удивлялся, почему семья моего друга, его дети, он с Львовской области, не говорят по-русски, только украинский, ну и греческий. Когда вот это событие 2014 года, не буду, я его раньше называл переворот, сейчас это, ну, для Украины правильно они называют революция. Я понял, то есть у людей насколько уже создалась к русским ненависть.
То есть надо искать корни и общаться, понимать, откуда эта ненависть, почему. Потом сейчас, но все равно я дружил с друзьями, то есть у нас никаких негативов, то есть мы и сейчас общаемся. Вот. Потом у меня сейчас тут новые друзья. Сейчас вот я банщик один, у меня Руслан, значит, ну, пожилой, ну как пожилой, он выглядит лучше меня, 70 лет, но мужчина выглядит, Руслан приехал, а его дочка, повезло папе, его дочка с Украины, более-менее здесь, ну, неплохо, то есть живет и хочет забрать отца, и вовремя забрала. Я даже не знал, что такое есть город, где образовывалась, значит, конная армия Буденного, Каховка. Я даже не помню с истории. И вот он с Каховки. Очень интеллигентный, очень добрый человек. И вот дочка его пригласила на Крит в надежде, что он тут ему понравится, останется. Вот он тут бедный, ищет себе применение, хочет как-то помочь своей дочке в работе. Ну и я его для компании, он оказывается, был любитель бани, и мы с ним ездим в баню. Вот. И он первый бескорыстный человек, когда умер Марат, он просто первый, кто много было, значит, знали многие Марата, но когда человек умер, про него просто забыли. И могила просто была бетонная могила. Вот. И первый человек, который просто сказал: да, давай, Игорь, поедем, сделаем эту могилу. Вот. И мы с ним эту могилу, с посторонним человеком, я даже не знал откуда, он знал, что его Руслан, и просто эту могилу привели в порядок. Вот, простой пример. У меня здесь, значит, у ребенка у нас под Новым годом, под Новый год было, ну, задание в детском садике сделать новогодний дом. И вот Руслан просто для моего ребенка сделал вот такой вот дом красивый, смотрите, золотые руки. Вот, просто так сделал для моего ребенка вот этот дом красивый. То есть золотые руки, там в Украине в то время он там занимался скульптурами, лепил, то есть он сейчас вам Сталина и Ленина вылепит закрытыми глазами. В то время только это лепили. Вот. И говорю к тому, что вот он сейчас сюда приехал, и как раз началась вот эта война. Что если человек вот сейчас, Каховка как раз таки, там, ее уже там в центре событий, потом я узнал, что оказывается в этой Каховке был перекрыт канал, в Новой Каховке. И вот сейчас он и его дочка ездили на митинг в Ираклион в поддержку Украины. Вот. Я, конечно, их понимаю, и как можно извиняюсь за то, что я русский говорящий, хочу, чтобы они как-то тоже поняли, что... Вот. Но они все у меня остались, и друзья, и мы с ним опять, с Русланом, поедем в баню. Вот. Поэтому, друзья, смотрите, какой красивый мир. Там, идите, разговаривайте с русскими, идите в баню, выпейте по 100 грамм, решите вопросы. Сегодня я встретил тут еще друзей, выяснил, почему, пытался понять, почему вот этот негатив идет о русских, там, Западной Украины, там, Бандера, или еще глубже копать. Все это можно найти корни, и все это надо решить. И все это надо решить сейчас, потому что завтра может быть поздно. Потом вот тоже по поводу человеческих отношений, Крит, туризм и люди. Вот это вот, не знаю, вам фотография. Это на фотографии я с дайверами, это мой, по-моему, крайний сезон. Ну, привык уже так и говорить, так как друг парашютиста в дайвинге, и это друзья с Ростова. Вот, то есть ребята Дайвинг-центра, вот, ребята с Дайвинг-центра приехали с группой нырять, и я им помогал. И вот мы сидим в таверне Осиволес, это Аргируполе, критский вечер, то есть праздник, музыка, бузуки, греки, баранина. И я говорю к тому, что
Друзья, мир прекрасен, приезжайте, будем отдыхать, пить, гулять, поедем в бузуки, критские танцы. И только надо воевать. Также пытаюсь как-то начать и по поводу русскоговорящих, что, в принципе, Европа, ну, я не могу назвать, ей может не понравится, я говорю, что она чужая. Мы с бывшего Советского Союза, русскоговорящие, мы все друг друга понимаем. Значит, когда в Ретемно года 3 назад был чемпионат мира по футболу 6 на 6, то есть было около 40 команд, команды Украины не было. Вот. Ну и я, как русскоговорящий, я, естественно, болел за команду России. Команда Россия тогда играла очень хорошо, не провела и проиграла ни одной игры. Вот. Я так болел, что я понимаю сейчас всех болельщиков, что я потом месяц не мог разговаривать. Значит, и мы даже, представляете, болельщики болели за Россию, за русских, что даже когда играла Россия с Грецией, нас сколько, 30 человек перекрикивали, и нас слышали стадион, целый стадион греков. Вот. И в итоге Россия выиграла чемпионат мира по мини-футболу. И что вы думаете, этих ребят даже в России не встретили в аэропорту? Тогда мне было за державу обидно. По поводу русскоговорящих. В прошлом году был чемпионат мира по футболу. Мы начали смотреть, я начал смотреть футбол, естественно. Не помню, ли чемпионат мира, или что в прошлом году было, чемпионат Европы, был футбол. Я начал болеть за русских, Россия играла плохо, вот, футболисты не бегали, и случайно начал смотреть игру Украины. Сразу стал болеть за Украину, потому что видно, что это был красивый футбол. Болел до слез за Украину. Вот, так вот, сейчас пришла дочка и спрашивает: папа, а я сижу в майке Латвии, честно сказать, мне эту майку кто-то подарил, не помню, может быть, мама, бедная моя негражданка, старуха, которая сейчас живет в Даугавпилской квартире, и все та же негр, то есть непонятно, кто она, вот, доживает свои годы. Вот она мне, по-моему, это дала, привезла майку, чтобы я, ну, гордился Латвией. Но, к сожалению, сейчас я пока Латвией гордиться не могу. Вот. И говорит, почему ты майку не оденешь? Вот у нас есть майка после чемпионата России по мини-футболу. У меня тут есть майка российская футболистов. Они подарили. Вот. И у меня есть майка. Эта майка, кстати, нападающего. Кто это, дядя, играл в футбол? Не помнишь? А? Одного из лучших нападающих, просто вот его тренировочная майка. У меня есть майка еще одного игрока. Ребята, которых просто приехали, их просто забыли. Забыли просто сказать им спасибо. Вот. И когда я потом был, значит, на закрытии, мы были в одной таверне, сидели около отеля Криты. Когда тренер команды сказал речь за наших, ну вот у меня еще от футболистов, ну может тоже кто-то вспомнит, память осталась. Вот это жена тренера, я не знаю тренера, но тренера Смирнова, вот осталась ее карта. Вот она у меня такой подарок памятный, что когда она сказала, что все, кто нас, ну, сопровождает в этой поддержке, и команду, и футболисты, когда ребята, в общем-то, за бесплатно, за спасибо, сказал один парень, я не помню, кто там сказал: скажи, кого нам выигрывать, мы пойдем и выиграем, прямо сейчас, когда ребята несколько месяцев без проигрыша играли. Вот. И потом ребят просто забыли, про них никто не встречает, такой патриотизм.
Наверняка такой же и патриотизм есть и сейчас, и на фоне всех этих событий. И украинцев, они готовы все порвать и всех разорвать. Вот, так вот, я начал сегодня практически свою речь. Хорошо есть чем закончить. Столько накипело, что я хотел вначале написать репортаж, потом это все красиво сделать. И начал, в принципе, с политика, с первого, которого я услышал, который, в общем-то, выразил мои мысли, причем даже не дал с Латвии. И я, в общем, сейчас в этой ситуации больше всего виню политиков, потому что они допустили вот эту ситуацию, и когда сейчас умирают люди. Вот. Но тоже, если брать политиков, наверняка есть умные и хорошие люди, так их назовем. Например, тоже взять туризм. Как-то я на Крите познакомился, может, ухожу от мыслей, вам все рассказываю, все, что наболело, было, и познакомился с биатлонистом, когда он еще выступал за Россию, такой биатлонист Антон Шипулин. У него здесь были сборы весенние, то есть у него была здесь физуха, ездил на велике, я с ним случайно познакомился на пляже. Вот, и вот познакомился случайно, я не знал, кто такой, даже я тогда не смотрел вообще биатлон. У меня были как раз в тот момент туристы, которые следили и очень любили биатлон и знали, что это герой. Как раз это было после Сочинской Олимпиады. И они говорят: слушай, ты не знаешь, что такое Антон Шипулин? Я говорю: нет. И вот я остаюсь, бросаю спиннинг, подходит ко мне Антон, говорит: дай мне бросить, побросал, говорит: слушай, Игорь, у меня дома столько вот этих всех блесен, воблеров. Вот, давай я тебе дам, пришлю. Я говорю: не надо, Антон, потому что тут такая специфика, надо именно те вещи, которые я знаю. Ну и, в общем, потом мы с ним ездили, то есть на рыбалку ездили, то есть, очень приятно, что, в общем-то, общие интересы, очень близкие нам. Мы ездили с Антоном Шипулиным, с его отцом, ездили на рыбалку, потом я у них был в доме, где они жили на вилле, там. У нас были с ним соревнования, кто лучше приготовит рыбу, он еще, оказывается, повар, очень хорошо готовит. Вот. И суть в том, что потом Антон, значит, еще бегал в биатлоне, потом начались проблемы с допингами, Антон ушел, и сейчас он стал политиком. И вот, когда он ушел с биатлона, еще был в биатлоне, приходит от него просто смс там по WhatsApp, что: Игорь, пришли свой адрес. Ну, я думаю, прислал. И мне приходит, представляете, посылка, приходит спиннинг, какой-то там недорогой, китайский, но новый. И приходит набор воблеров. Представляете, с человеком я говорил 30 секунд. Он сказал: да, какой твой адрес, не забыл. И вот этот человек прислал мне через 2-3 месяца пришла посылка от Антона Шипулина. Сейчас Антон Шипулин политик в той же партии, что и Единая Россия, что и возглавляет Владимир Путин. И мне хочется верить, что все-таки как-то в наших политиков Латвии, политиков России, политиков Украины, что все-таки есть там хорошие люди, которые могут держать свои слова и услышать обычных людей и не привести нас к войне. И вот у меня дочка Кристина тоже обижена на Владимира Путина. Почему? Потому что у него 2 собаки, 2 хомяка и 1 кошка, у меня только 1 хомяк. Не хомяк, а хомячка. Только, пожалуйста, Владимир Путин, не надо выполнять пожелания Кристины. Присылать ей собаку и котов. А то папа не выдержит. Ответственно в преддверии карнавала, хотя карнавала не будет. Чтобы купить маску, надо вначале одеть маску. Пойдем, Саша, за маской. Ну все.
Александр, когда у нас был маленький, очень боялся всякие неизведанные игрушки, там, роботов на батарейках. Вот. И сейчас ему не нравится снеговик, но, значит, Рейцин пытается как-то отпраздновать карнавал и увидел маску, захотел очень маску страшную. Ну и пришли в магазин, он долго там женщины выбирал. Я говорю: Саша, не страшная эта маска? Он говорит: да нет, не страшная. В итоге выбрали Саше, диджей Саша, вот такую маску. Давай. Саша? Ой, это не Саша. Это диджей Алекс. Саша, зачем тебе такая злая маска? Когда полетят ракеты, я нашел в лягушек, маленьких лягушек, потому что я их могу панкнуть. Чтобы ракеты вообще не полетели. Саша к бабушке пришел.